Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такую нежнейшую обвязку. Выполнена она по принципу ленточного кружева. Длину вы можете регулировать самостоятельно. Очень интересная и в то же время достаточно простая. Обращаю ваше внимание, что в уроке я даю схемку, выполненную моей студией. И обратите внимание на лепесточки, они выполнены определенным приемом, не заворачиваются, объемные, очень красиво и интересно смотрятся. Вы можете украсить буквально любое изделие. И приступим к работе. Для работы я использую крючок номер 2. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Начинаем выполнение нашей ленты с 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Я выполнила цепочку с 12 воздушных петелечек. И далее я продолжаю. Смотрите, я выполняю первый ряд моей ленты. 1, 2, 3 воздушные петли подъема, накид на крючок и отсчитываю 1, 2, 3, 4, ввожу крючок в 5-ю петлю от крючка. Выполняю столбик с одним накидом. Выполнила. Далее у меня будет арочка из 2 воздушных. 1, 2. Накид. Я пропускаю 2 петли и в 3-ю петлю от провязанной ввожу крючок, выполняю столбик с одним накидом. Далее накид, столбик с одним накидом. Выполнили. Далее очень внимательно. Я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок, отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5. И 6-я петля у меня, видите, последняя. Ввожу в нее крючок и выполняю столбик с накидом и 2 воздушные. Вот таким образом. Столбик с накидом и 2 воздушные. Еще один столбик с накидом и 2 воздушные. И еще один столбик с накидом. Петлю мы с вами потом подтянем. Вот таким образом. Всего у нас должно получиться 4 столбика. Петелечку мы хорошо с вами подтягиваем. И затем, когда нить уберем, она у нас затянется. Первый ряд моей ленты готов. И я могу приступить к выполнению второго ряда. Второй ряд нашей ленты мы начинаем очень внимательно с воздушной петелечки. Работу разворачиваем, и я под арочку ввожу крючок и выполняю столбик без накида. И мы будем с вами выполнять красивые лепесточки в нашем цветочке, ну, в нашей половиночке. Прием я разработала сама для вас, поэтому очень внимательно. Мы выполняем 1, 2, 3 воздушные петли. Далее накид на крючок, и я ввожу крючок во 2-ю петлю от крючка. И натяжечка, накид, в следующую воздушную ввожу крючок и натяжечка, накид. И теперь смотрите, я вокруг столбика без накида ввожу крючок и вытягиваю все петли на крючке. Далее я ввожу крючок под арку, вытягиваю, захватываю нить и смотрите, буду провязывать по 3 петли на крючке. 3, 3,
3 и теперь оставшиеся 2. Далее первый прием у меня такой готов. Далее я выполняю накид и смотрите, вот под петлю ввожу крючок, выполняю первый накид, натяжечку, точнее вторую натяжку и третью натяжку опять выполняю вокруг нижней части столбика, вот таким образом, и провязываю по 3 петли. 3 петли, 3 петли, 3 петли и 2. И еще раз выполняем точно так же накид, вот под петлю воздушную, 1, 2 и 3 вокруг нижней части, видите, да? Далее я ввожу крючок под арку и буду провязывать по 3 нити. 1, 2, 3 и 2. Далее очень внимательно, вот смотрите, у меня, видите, такие петелечки, я ввожу крючок и выполняю первую соединительную, далее вторую и третью. Выполнили. Под арку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Вот такой красивый аккуратный лепесточек у меня получился. Всего мы с вами будем выполнять 3 таких лепестка. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Смотрите, второй лепесток, то есть у меня столбик без накида. Далее 1, 2, 3 воздушные, накид, и я ввожу крючок во вторую петлю от крючка и выполняю 1, 2 и вокруг столбика без накида 3 под арочку и по 3 петли. 3, 3, 3 и 2. И так я буду выполнять, пока у меня не будет 3 таких объемных красивых лепесточка. Я выполнила все 3 лепесточка моей ленты. И далее смотрите, после того как я выполнила столбик без накида, я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок, и я ввожу крючок под арку предыдущего ряда и буду провязывать 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Далее очень внимательно вершинку столбика, столбик с накидом и еще один столбик. Выполнили. Далее у меня 2 воздушные. Накид, вершинку, столбик с накидом. И еще один столбик я выполняю в воздушную петлю подъема. Помните, да, мы выполняли 3 петелечки подъема, это вот у меня 3-я, она идет сразу за вершинкой моего столбика. И смотрим, что у нас получилось. Второй ряд нашей ленты готов. Вот такая красота у нас получается, и мы можем с вами приступить к выполнению 3-го ряда. 3-й ряд мы выполняем, начинаем выполнение с 3 воздушных петелечек подъема. Работу разворачиваем, накид на крючок, и я вершинку ввожу крючок, выполняю столбик с накидом. Далее 2 воздушные, накид, и теперь в каждую вершинку я провязываю по одному столбику, аккуратненько, не спеша. 1, 2, 3 и 4. Выполнили. Далее под арочку я провязываю 2 столбика. 1 и 2. Выполнили.
Далее очень внимательно я выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, я пропускаю первый лепесток и вот мой второй средний, да, лепесточек. У меня, видите, 1, 2, 3 вершинки от моих приемов. Я в среднюю вершинку, вот она, ввожу крючок. Вот эта вершинка. И буду провязывать сюда столбики с накидом. Перед этим я делаю накид и выполняю столбик с накидом первый. То есть я делаю основу для моего вот такого цветочка. Далее 2 воздушных, накид, второй столбик, 2 воздушных, третий столбик и 2 воздушных, четвертый. Выполнили. Далее мы с вами можем приступить к выполнению 4-го ряда. 4-й ряд, то есть мы с вами будем выполнять лепесточки. Выполняется точно так же, как и ранее мы выполняли лепестки. То есть воздушная. Работу разворачиваем и под арочку я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее я выполняю точно так же мои лепесточки, как и выполняла ранее. Давайте я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3, накид, ввожу крючок и вытягиваю. Накид, ввожу крючок и вытягиваю. Накид, ввожу крючок и вокруг столбика без накида. Далее под арку и по 3 петли. 1, 2, 3 и 2 вместе. Итак, я выполняю лепесток, то есть вот 3 таких же лепесточка, как я выполняла и ранее. Все точно так же повторяется. Мы с вами выполнили красивые лепесточки и продолжаем выполнение нашего 4-го ряда. Очень внимательно. Далее мы с вами выполняем арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. Выполнили. Далее накид на крючок и под арку из 5 я выполняю 2 столбика с накидом. Считаем. 1 и 2. Выполнили. Далее в каждую вершинку я провязываю по 1 столбику. И считаем. Это у нас с вами, будем все вместе считать, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 столбик с накидом. Всего мы выполнили 8. Проверяйте себя. И продолжаем выполнение. Напоминаю, 4-го ряда у меня будет 2 воздушные и вершинку столбик и столбик с накидом в петлю подъема. Все как и ранее в предыдущих рядах. Выполнили. Смотрим, что у нас получилось. 4-й ряд завершен. И мы с вами можем приступить к выполнению 5-го ряда. Смотрите, я также начинаю выполнение с 3 петель подъема. Работу разворачиваю. Накид на крючок и ввожу крючок в вершинку. Выполняю столбик с накидом. Далее 2 воздушные. И теперь я буду провязывать столбики с накидом в каждую вершинку. И считаю, у меня должно получиться 8 столбиков. 1, 2, 3,
4, 5, мы не спешим никуда, аккуратненько, 6, 7 и 8. И я продолжаю работу после моих столбиков и выполняю арочку из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Выполнили. Накид на крючок. И смотрите, как и ранее, я пропускаю первый лепесток. И вот мой лепесточек. Видите, 1, 2, 3. Я в центральную петелечку ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Далее 2 воздушные и еще один столбик с накидом. Всего, вспоминаем, у меня должно получиться их 4. Это у меня второй. Далее 2 воздушных, третий и 2 воздушных, четвертый. Выполнили. Смотрим, что у нас получилось. И 5-й ряд моей ленты готов. Я могу приступить к выполнению следующего 6-го ряда. Я выполняю 1 воздушную и работу разворачиваю. И начинаю выполнять 6-й ряд. То есть мы тоже с вами будем выполнять точно такие же лепесточки, как выполняли ранее. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Под арочку я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Далее 1, 2, 3, накид, ввожу крючок во вторую петлю от крючка и выполняю наши натяжечки вокруг столбика. Ну, то есть все то же самое. И провязываю по 3 петли. Аккуратненько, не спеша. Вот таким образом. Далее я продолжаю выполнять лепестки точно так же, как выполняла ранее. Я выполнила лепесточки, все выполняла так же, как и ранее. Видите, вот такая красота у меня получается. И я продолжаю выполнять мой 6-й ряд. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных петель очень внимательно. 1, 2, 3, 4, 5. Накид на крючок. И теперь я в каждую вершинку буду провязывать по 1 столбику с накидом. И считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и последний 8-й столбик с накидом. Выполнили. Далее мы продолжаем с вами работу. И я выполняю арочку из 2 воздушных. Вершинку столбика провязываю, столбик с накидом. И еще один столбик в петлю подъема. Обязательно не забывайте провязывать петелечку подъема. И я становлюсь. Смотрите, мы завершили с вами выполнение 6-го ряда. И наш с вами раппорт высоту готов. В раппорт высоту у нас с вами 6 рядов. Те, кто умеет читать схемки, указано на схеме. И я начну выполнение следующего 7-го ряда. Это первый ряд нашего раппорта высоту будет. Он будет выполняться точно так же, как наш первый ряд. Единственное отличие: здесь у нас с вами воздушные петелечки, а здесь будут столбики. Мы с вами обязательно сейчас все провяжем. Вот такая красота у нас с вами получается, видите, да? И
И я начну выполнение 7-го ряда. Это у меня первый ряд раппорта в высоту, то есть это у меня уже повтор будет. Вы продолжите выполнять ленту самостоятельно на необходимую вам высоту. И как я и говорила, то есть 7-й ряд у меня начинается с 3 воздушных петелечек подъема. Далее накид, вершинку я выполняю столбик с накидом. Далее 2 воздушные, накид, и я провязываю 2 столбика с накидом. Первый столбик с накидом и второй. То есть все точно так же, как я выполняла, вот помните, да, вот наш первый ряд. Далее я выполняю арочку из 5 воздушных. Раз, два, три, 4, 5. Выполнили. И теперь я пропускаю, смотрите, очень внимательно. Я пропускаю вершинки столбика 5 и ввожу крючок в вершинку последнего столбика. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. И вот моя вершинка. Я ввожу крючок и начинаю выполнять основу для моего цветочка. Столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, третий, всего у нас должно быть 4, 2 воздушные, столбик с накидом. И мой 7-й ряд завершен. Это первый ряд раппорта в высоту. Далее я выполняю воздушную работу, разворачиваю и начинаю выполнение цветочка. Вот такая красота у меня получается. Дальше, то есть вы продолжаете выполнять наши 6 рядов. Ленту выполняете на необходимую вам длину. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такое нежнейшее ленточное кружево, асимметричное. Лепесточки выполнили необычно. И напоминаю, что в уроке я даю схемку, выполненную в моей студии. Кто умеет читать схемки, будет очень удобно. Кружево это будет великолепно смотреться буквально в любом цвете. Вот я выполнила с вами в желтом и хочу показать, я начала выполнять еще и вот в таком нежном цвете. Видите, да? То есть буквально в любом цвете будут цветочки шикарно смотреться. И само ленточное кружево нежнейшее получится. Можно изделие украсить. Детская, взрослая, можно скатерть, то есть буквально все зависит от вашей фантазии. И можно изменить толщину пряжи. Если взять более тонкий хлопок, получится совсем такое тоненькое полотно. Но чем вот интересен этот прием выполнения лепесточков, они не закручиваются и будут достаточно объемные, буквально из любой пряжи. Спасибо, что смотрите меня. Пишите в комментариях, что у вас получилось. И до новых встреч, мои дорогие.